Каждый из нас, будучи маленьким ребенком, представлял себя взрослым, а некоторые из нас хотели как можно скорее оказаться совершеннолетними, чтобы покупать сладости и игрушки в неограниченном количестве. Но повзрослев, твои яркие краски начали тускнеть и покрываться пеплом. Время шло, и с каждым годом твои предпочтения менялись, но только одно остается неизменным по сей день – чередование учебы, работы и личной жизни. Мы все слышали о том, что необходим баланс между работой и отдыхом. Просто раздели все 50 на 50 или 60 на 40 и будет тебе счастье. Однако, все как всегда не так уже просто. Такова реальность. Большинство людей тратят огромную часть своей жизни, работая на ненавистной работе, обучаясь тому, что им не пригодится в жизни для того, чтобы быть в состоянии обеспечивать базовое свое существование. Каждый из нас чем-то жертвует. Кто-то жертвует здоровьем для заработка денег, кто-то жертвует временем для получения удовлетворения потребностей. Однако, это лишь очередная ловушка общества, чтобы ты пахал как проклятый, пока за твои деньги другие отправляют своих детей учиться за границу и строили себе новые золотые апартаменты. Нужно развеять главный миф. Люди не равны. Каждый из нас рождается в разное время, в разных условиях и в разных семьях. Именно этот набор случайностей решает, кем ты будешь по жизни. Только единицы способны по-настоящему выбраться из этого колеса обозрения, в котором они оказались. Но как ты мог уже понять, большинство все устраивает. То же самое касается универа и выбора профессии. Это время и свою молодость нужно использовать на максимум. Найти то хобби или занятие, которое в будущем можно будет монетизировать. Посмотри вокруг, сколько разных хобби и занятий приносят людям популярность и деньги. Разные культуры по-разному притесняют средний рабочий класс. Кто-то дает минимальную заработную плату, где-то престижная работа встроена в образование и престиж целого поколения или семьи, как в Китае. В Японии зафиксировано рекордное количество исчезновений и самоубийств по причине стресса на работе и выгорания. К слову, в Америке ситуация не лучше. Сформировалась так называемая культура переработок и ожиданий. В нашем современном обществе нам часто говорят, что мы должны работать до истощения, быть always on и быть готовыми отдать все силы на работе. Работодатели, клиенты и даже сами коллеги могут ожидать от нас непомерных усилий, что ведет к постоянному перерабатыванию. В таких условиях трудно найти время и энергию для личной жизни. В среднем человек тратит 80 суток подряд в год на работу. Представь, сколько порнографии ты бы мог посмотреть за это время. С развитием технологий мы стали постоянно связанными и доступными 24/7. Наше рабочее место теперь может находиться в нашем кармане, смартфоне. Это создает ощущение, что мы всегда должны быть на связи и готовы ответить на сообщение или электронную почту в любое время дня и ночи. Эта постоянная связанность размывает границы между работой, учебой и личной жизнью, делая баланс практически недостижимым. А как же классно, когда учительница может написать тебе в ЛС и дать дополнительную домашку на выходные. Социальные сети и интернет создают иллюзию идеальной жизни других людей. Мы постоянно видим фотографии счастливых и успешных людей, которые, кажется, прекрасно справляются со всем. Работой, семьей, хобби. Мы не знаем, что происходит за кадром. Сравнивая себя с этой идеальной картинкой, мы ощущаем давление и неудовлетворенность собственной жизнью. Некоторые люди могут испытывать даже душевное терзание, видя идеальную жизнь окружающих. Завышенные ожидания от себя и других могут привести к депрессии и агрессии, направленной на самого себя. Все эти состояния негативно влияют на нашу продуктивность. Другой, очень важный тезис заключается в том, что лень может быть полезна. Это сигнал нашего организма, который может нуждаться в смене деятельности и отдыхе. Ты должен быть настолько сильным и мужественным, чтобы позволять себе ничего не делать, когда это необходимо. И если же ты часто ничего не делаешь, это уже не полезная лень. Не обманывай себя. Баланс между работой и личной жизнью – это концепция, которая кажется привлекательной, но в современных реалиях она просто остается недостижимой концепцией. Мы живем в мире, где ожидания и требования выше, где технологии нас постоянно связывают и где мы сравниваем себя с идеализированными образами. Вместо стремления к нереальному балансу, научись расставлять приоритеты, делегировать задачи, находить способы релаксации и заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии. Помни, что каждый из нас имеет свои личные обстоятельства и ограничения, но эти ограничения слишком слабы, чтобы сбить тебя с правильного пути. Чести и удачи!